Привет всем! С вами снова Тора Квест, надеюсь, уже полюбившийся вам. Я Люба Барсеф из Израиля. Я Лара Троиновская из Москвы. Привет! Мы продолжаем наши поиски смыслов и сегодня поговорим про главу Торы Микец по прошествии. В этой главе история Иосифа развивается дальше. Через 2 года после событий в предыдущей главе, то есть все это время, Иосиф проводит за решеткой. Египетский фараон видит странный сон, значение которого ему непонятно. Фараону снилось, что стоит он у реки, и вот из реки выходит 7 коров, тучных и холеных, и стали пастись на лугу. И вот 7 других коров выходят за ними из реки, тощих и невзрачных, и стали возле тех коров на берегу реки. И съели коровы, тощие и невзрачные, 7 коров тучных и холеных. Потом то же самое повторяется с 7 колосьями. Жрецы пытаются его истолковать, но безуспешно. Виночерпий, бывший сокамерник Иосифа, рассказывает фараону, что встретил в тюрьме юношу, который объяснил ему значение сна, и все досконально сбылось. Фараон требует привести к нему Иосифа, который растолковывает фараону смысл его сна. После 7 урожайных лет Египет постигнут 7 лет неурожая, засухи и голода. Он предлагает фараону построить огромные хранилища, чтобы таким образом обеспечить страну в голодные годы. Фараон, восхитившись его идеей, назначает Иосифа первым министром, и практически вся власть оказывается в его руках. В это время в земле Ханаан свирепствует голод. Яков посылает своих сыновей в Египет купить провизии, чтобы не умереть с голоду. Братья попадают к Иосифу. Он не открывается им, представившись египетским чиновником. Задумав проверить, сожалеют ли братья о том, что продали его в рабство, он начинает с ними игру, обвиняет их в шпионаже и требует привести к нему их младшего брата Биньямина, оставляя в залог Шимона. Яков, услышав это от сыновей, убит горем. Рувен, старший сын, берет на себя ответственность показать Биньямина египтянину и невредимым доставить его обратно. Братья возвращаются, знакомят Иосифа с Биньямином, воспылала любовь его к брату его. И он хотел плакать, и вошел в комнату, и плакал там. Он кормит братьев, дает им провизии, но продолжает свою игру в кошки-мышки и подбрасывает в сумку Биньямина свой серебряный кубок, который находит стража и возвращает братьев с полдороги назад к Иосифу. «Человек, у которого найден кубок, он будет мне рабом, а вы идите с миром к отцу вашему», говорит Иосиф братьям. Зачем эти подковерные игры Иосифа с братьями? Как Иосиф толковал сны? Отношение иудаизма к богатству. Вот наши 3 темы на сегодня. Мы находимся в порту города Герцлея. За нами яхты, общепризнанный знак богатства. А все потому, что мы поговорим про первого еврейского олигарха – Иосифа. Давайте проанализируем эту интересную игру, которую затеял Иосиф, увидев братьев, и разберемся, для чего ему это все было нужно. Сыновья Якова, кроме Биньямина, прибывают в Египет, и пошли братья Иосифа, 10, купить хлеб в Египте. И увидел Иосиф своих братьев, и узнал их, и притворился перед ними чужим, и говорил с ними сурово. Братья, конечно, не узнали Иосифа в этом египетском наместнике, а он жесток с ними, обвиняет их в шпионаже. Вы соглядатые, высматривать пришли вы наготу этой страны. Он бросает их под стражу на 3 дня, а потом отпускает всех, оставляя в залог Шимона. Остальные же должны будут вернуться и привести с собой младшего брата, чтобы доказать, что они не шпионы. При вторичном визите он подбрасывает свой кубок и угрожает оставить Биньямина в рабстве. Так для чего все это нужно? Он хочет максимально поставить их в те же условия, которые пережил сам. Что с ним было? Давайте вспомним те давние события. Братья набросились на него, бросили в яму, продали в рабство. Он проделывает с ними ровно то же самое и в том же самом порядке. Набрасывается на них, обвиняя в шпионаже, сажает в тюрьму на 3 дня, а потом угрожает оставить в рабстве Биньямина. Лучше всех понимает тот, кто сам подобное переживал. Считается, что тшува, исправление, предполагает 3 вещи. Осмысление поступка, чувство стыда за совершенное, и сказали братья друг другу: вот наказаны мы за брата нашего, что видели его страдания, когда он умолял нас, а мы не послушали, за это и постигло нас горе. И 3 – это действие по исправлению при нанесенного ущерба. В следующей главе Иуда произносит пламенную речь и в конце говорит: «Итак, пусть я, раб твой, останусь вместо отрока рабом у господина моего, а отрок вернется пусть с братьями своими».
Когда-то они готовы были все вместе объединиться и убить сына Рахили Иосифа. Теперь готовы пойти в рабство за сына Рахили Биньямина. Тшува, исправление, произошло. И чтобы братья не смущались, он открывается им таким образом. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Теперь же не печальтесь, и да не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда, ибо для поддержания жизни послал меня Всесильный перед вами». Поговорим о приятном, о богатстве и власти. Конечно, история Иосифа уникальна сама по себе. Вчерашний раб, зэк, отсидевший почти 12 лет в тюрьме, вдруг становится наместником, человеком, под власть которого отдали управление домом фараона и страной египетской. И был Бог с Иосифом, и стал он человеком преуспевающим. И сказал фараон Иосифу: «Смотри, я назначил тебя над всей страной египетской». Он фактически становится вторым человеком в государстве после фараона. «Только престолом буду я выше тебя», — говорит ему фараон. Все три наших праотца были совсем не бедными людьми. Бог обещал им эти материальные богатства. Аврааму в видении слово Господа: «Не бойся, Авраам, я твоя защита, твоя награда будет очень велика». Яков отказался от материального наследства отца, ушел ни с чем, 20 лет наживал богатство и в итоге стал преуспевающим. Иосиф обошел своих предков и стал могущественнее и богаче в разы. Как он распоряжается своим богатством? Иосиф помог своей семье не только выжить, но и стать народом. Про Иосифа смело можно сказать, что он был первым в цепочке еврейских олигархов. Так как относится иудаизм к богатству? Если материальное благополучие было достигнуто праведным путем, дальше возникает вопрос: на что тратит деньги богатый человек? Если с помощью денег он совершает благие дела, значит, он делает все правильно и живет по закону. В обратную сторону это правило работает точно так же. Если человек трудяга, но денег заработать не получается, он все равно живет правильно. А если не получается заработать, потому что и не работается, такое не поощряется. Мы в самом конце книги «Бытия» и сами уже стали немного толкователями снов. В этой книге их много. У Якова, у Авраама, когда Бог сообщает им свою волю, ну и кульминация Иосиф, который сам видит сны и толкует сны других людей. На протяжении повествования Иосиф сталкивается с тремя парами снов. 2 сна, виденные им самим, 2 сна египетских царедворцев и 2 сна фараона. Все эти сны оказываются вещами. Сны и их интерпретация уже давно волнуют психологов. У Фрейда, Юнга, Фрома есть фундаментальные труды о снах и их значении. Как правильно толковать сны? Фрейд просил описывать свои сновидения, и потому, какими словами человек описывал, он показывал свое отношение к происходящему во сне. Его толкования основывались на этом. Иосиф, похоже, знал это еще до Фрейда, толкуя сны виночерпия и пекаря в предыдущей главе. Виночерпий, описывая свой сон, говорит все больше о фараоне, а пекарь – о себе. Иосиф истолковал внутренние мотивы обоих людей и дороги, которые они выбрали для себя. Поэтому виночерпию было предсказано возвращение к фараону на службу, а пекарю – смертная казнь. Вопрос этой недели. А вам снился сон, который изменил всю вашу жизнь? Друзья, с вами был Тора Квест. Процветания вам финансового и духовного. До встречи через неделю. Пока! Успехов вам! Пока-пока!